выехали с Ейска 7:30 утра, мы едем на Черное море. Ну или на водопады. Всем доброе утро. Вид у нас, конечно, взъерошенный. Да просто ванны у мамы нету, душ чисто. Нормально помыться не получается. То есть 2 недели нормально не мылись. На море и под душ просто. На голове фиг знает что. Тут как бы и не до этого. Тут все так ходят на море. Не причесанные. Как с душа вылезли, так и ходят. А у мамы, короче, дома воды нету. Сезон поливов. Все поливают, жара же. Воды вообще в доме нету. Душ только на улице. То есть, когда чуть-чуть напор есть рано утром, она заливает, ну или поздно вечером, заливает бак на улице. За день вода нагревается на солнышке, и вечером можно душ принять. Даже умыться не всегда есть возможность. Ну, короче, вот так вот. С водой здесь как бы напряженка. В этот дом она только переехала, ну, как год назад купила этот дом. Короче, вот так. Условий как в городе нет. У нас в городе, как мы привыкли. Так-то нормально. Искупался на море, пришел, душ принял. И нормально, да. Но в порядок себя все равно не приведешь по-человечески. Навигатор нас ведет, да, в объезд. Ну, я ставила ему там в объезд платных дорог вести и объезд грунтовых дорог. Ну, ведет вот по такой дороге, асфальт, дорога идеальная. Пока еще не проезжали ни одной платной дороги. Ну, вот в этом году мы вообще конкретно не планировали куда, чего. Просто планировали, что ехали к маме на Азовское море и что поедем на Черное море, там посмотрим. Да, кстати, мы выехали с Ейска. У нас полбака бензина. Мы не заправлялись. Когда на 95-м ездим, расход топлива больше. А просто в Ейске нету там сотого бензина. Мы вот сколько были в Ейске, все время ездили только на 95-м. Также на Лукойл заправлялись, но 95-м. Правильно, советский же. Едем с включенным кондиционером. Фоке хорошо с кондиционером, а без кондиционера ему некомфортно. Я бы с большим удовольствием поехала с открытыми окнами, чтобы почувствовать запах полей. В Фоке жарко. Он на ручке хочет. Может, писать уже хочет. Надо, наверное, остановиться, размять ноги, а заодно кое-что из багажника достать. Памятник Катюша. Муж пролетел все повороты, про которые говорил навигатор, и едет наугад. Сейчас навигатор перестроил маршрут. Едем по новому маршруту, куда он там перестроил. Летит, сломя голову. Кукуруза огорожена колючей проволокой. Такого я еще не видела. Это кошмар. Кругом колючая проволока идет. Это агрофирма, наверное. Так, Лукойл. Сотый бензин есть. 58,67 за литр. Купили перекус в дороге. Заправили 30 литров сотого бензина. Отдали 1760,10. Еще купили вот перекус себе такой. 2 фреш-дога и литровая бутылка колы обошлись 226 рублей. Тормознулись перекусить спокойно. Несется. К машине бегу. Поскакал в тенек. Все. Иди фреш-дога кусочек съешь. Я ему тесто даю от фреш-дога. Ему нравится. Сосиску-то ему нельзя. Ну, классно на солнышке. Солнышко я здесь накушаюсь. Перекусили фреш-догами. Сейчас еще водички попьем. Ну, колу я купила. Кофе-то у них аппарат сломанный. В смысле, кофейный аппарат на заправке сломанный. Не работал. Там мастер его что-то чинил. Кофе купить поэтому не получилось. Купила колы вместо кофе. Короче, вредно пищи всякой накушаемся в дороге море. Будем дома соблюдать диету. Диеты, да, будем дома соблюдать. Сейчас мы отдыхаем. Ну, навигатор хотел нас еще по более короткому вести. Муж просто пролетел все повороты. Как всегда, глаза большие и вперед. Газ в пол. И навигатор говорит сворачивать, но он пролетает повороты. Река Понура, да.
заросшая вся, но не узкая. Но в камышах вся. Гостиницы, что ли, такие. Краснодар. Короче, по этой дороге он повел не в объезд Краснодара. Не пролетел бы те повороты, не заезжали бы в Краснодар. Склады какие-то. Туда какие-то склады, море, огромные какие-то склады. Фур стоят, грузятся. Кубань. Логоцентр. Торговый центр проехали такой в виде волны. Вот это все, мы выезжаем с Краснодара, вот такие выезжаем. Новороссийск прям. Керчь. До Джугбы 70 километров. Так я так не поняла, ты куда едешь? Ну ноги ты, конечно, размять выйти. Ты тоже гулять хочешь? Да. Идем гулять? Ой, заскакал. Беги, бегай. Гуляй здесь. Желтая бочка. Холодненький, хороший. Уже открыла ручкой. Фока сильно пить захотел. Да, тут жарче, чем бывает. В Ейске 33 было, а здесь 40. Размяли ножки, поехали дальше, в сторону моря. На водопады я хочу попасть, однозначно. Только неизвестно, водопады сейчас есть, нету. Такая засуха, что могут водопады все пересохнуть. Куда-то едем вниз, заложила уши опять, как в горах уральских. Края дорог сделаны, наверное, чтобы камни не осыпались. Да. Хорошо сделано. В Урале таких укреплений нету, в Уральских горах. Там просто знаки стоят, что камнепад. Ой, красиво как. Базары. Да и не, арбузы вдоль трассы кругом продают. Сезон. Горы красиво, конечно. Куда-то съехали. Далеко только не заезжай. Ну тут засрато, конечно. Свалки. Съехали, чтобы окно протереть. Окно грязное. Остановились в горах здесь. Пейзажи шикарные. И дышится совсем по-другому. Да, люди свиньи. Здесь вот мусорки прям. Такой вид, так шикарно. Ну, люди, конечно, свиньи. Мы там-то забираем все в пакет и вывозим. А это вот... Смотрите, что творят. Я понимаю, что это не местные, наверное, тоже приезжие. Хотя вот это вот точно не приезжие. Это кто-то местный. С магазинчиков, наверное. Подъехали, разгрузились, что-то, я не знаю. Ну, короче, вот такой свинарник в таких местах красивых развести вот такой свинарник, это, не знаю, не по-человечьи это. Ну, красиво, если бы не вот это свинство. Ну, выходи, от солнышка прячься, иди на ручки возьму, иди. Тут смотри, как хорошо. Садись к себе, тут тебя продувает чуть-чуть. Муж говорит, и цели, говорит, никакой нету, тупо едем в сторону Черного моря. Жара стоит такая, что вряд ли водопады будут где-то. Все сухое, вот это все сухое. Специально приехали, маски сняли, выкинули, поэтому. Мы, северяне, обычно за собой всегда убираем. Всегда у меня в машине загруженные пакеты. Ну, вот сколько раз видели, все едут, ну, пираты, да? Все с пакетами, все собирают. Да. Остановились, поели, сложили все в пакет и с собой повезли. Здесь вот ярмарка. Горный мед, арбузы, дыни, свежие фрукты, орехи. Ну, ярмарка большая, рыба вон висит. Ну и ничего не хочется сейчас. Домой, если что-то покупать, уже на обратном пути будем что-то покупать. Посмотрим, как себя развлечь. Мы на Черном море уже хотим немного побыть. Но много у нас все равно времени уже нету. Вообще отпуск у мужа короткий. Плюс еще уже половина прошло. А нам еще в Волгоград заехать надо. Вот снимаю на телефон. Может, через телефон будет видно лучше. Просто неудобно на телефон снимать. Да и места на нем не так много.
просека на горе. Много всего продают. Джугба 10 километров осталось. Едем через всю Россию. Первый раз увидела стадо коров пасется. Красота здесь вообще. Филиппа Оперсивка 10. А? Вот они. Кто? Вот сюда, к водопадам. Да ладно. Да. Киргизские водопады были написаны. И что, их где-то вставать? Проехали только вот остатки Архипа-Осиповку это проезжаем. Сейчас держим путь на Абрау-Дюрсо. Ну тоже хотели побывать. Какие горы? Там горы красиво, вдалеке. Если честно, не знаю, как снимать телефон. Никогда не снимала на телефон. Видно горы, не видно. Решила, что лучше на нем видно. Посмотрю потом. Ну, впереди гора прям почти до неба. Да, Новороссийск 69. Прям лес до неба. Шикарные места, конечно. Ущелье. Красота, подойти бы посмотреть. Стоянок нигде смотровых нету. Я бы с удовольствием вышла бы посмотреть. Ущелье какое-то там. Но дорога вот такая, вот вообще ни одной стояночки. Серпантин. А здесь узкая дорога и железные бордюры, остановиться нигде нельзя. Я уже немножко обсохла после водопадов. Ну, волосы еще мокрые. Едем, пока не знаем куда, но взяли на Абрау-Дюрсо курс. Где ночевать будем, не знаю. Едем наугад, куда попадем. Что-то спать захотела. Нанырялась, спать хочу. Это был Михайловский перевал. Геленджик 17, Новороссийск 48. Едем по Геленджику. Дорога перекрыта и пришлось ехать через Геленджик. Тут даже двухэтажный автобус уже есть. Впереди пробка, да. Трасса, которая на Новороссийск перекрыта. Ремонт. Ремонт дороги. И все заворачивают сюда. Объезд через Геленджик. Так что мы задержимся в пути. Где ночевать будем, неизвестно. Я думала, уже в Абрау-Дюрсо домик снимем. Саранча какая-то, что ли, орёт. У нас только птички щебечут. У нас такого нету. Пробка вон стоит полностью. Ну что, представь, какой поток трассы пустили в этот городок. Я думала, сегодня по-человечески поночую. Остановимся где-нибудь. Поночуем. Ванну приму. Кремом намажу. Вся кожа шелушится. А тут вообще неизвестно, доедем ли куда-нибудь. И тут как-то еще ремонтируют. Прикинь. Красивый храм. Не знаю, видно ли нет. Яркое солнышко. Время без 26 вечера. Солнышко все равно еще яркое и теплое. Горячий. Да, горячее. На горизонте Черное море видно. Вот сосудные корабли, море. Кораблики плавают по морю. Так, а что там? Картинка. Пешеходный переход на смотровую площадку. Сейчас пойду туда.
Ой, тут пляж, люди купаются вовсю. Народу сколько купается, много. Так и здесь может как раз и... Ну да. Здесь так получается к морю пройти можно. Только далеко идти. Вон там дорога вдалеке спускается. Там вон детский пляж огорожен. И красота, свобода. Красиво. Там корабли стоят на рейде. Ой, дошла до машины. GPS подключен. Далеко пришлось идти. Солнце садится, красота. Так бы сесть, посидеть на берегу. Но мы неопределенные еще. И море. Красота. Закат солнца на море. Это очень красиво. Новороссийск. Едем через Новороссийск. Героям-танкистам. Памятник точно дом. Стенами все закрыто, не видно море, но это порт. Краны видно. Осторожно. Смотри, как тут жестко. Колеса не повреди. Ёпрст, это что это за такие пути-то непутевые? Порт тоже. Одни рейсы. Ну что же на этот? Сюда ремонтный завод же. Все подвозят в порт. Вот корабли стоят. Прям вот они стоят. Вот они прям корабли. Еще рейсы. Порт опять ведут. Все Ну, рельсы вообще по в каким-то порт. заколкам. Все дороги ведут в порт. Как-то тоже заколка. Так не ехали мы тоже. Поехали так же. Заселились в номер, но еще не распаковались. Номер так себе, но...
За первую ночь мы отдали 2000. Ну, здесь как? За собаку заплатили, за машину заплатили. 100 рублей машина стоит на парковке, 500 рублей собака. Вот. Если мы будем дальше снимать, то за собаку уже не надо будет платить. Ну, также номер, только без стоимости собаки. И за машину тоже надо будет отдельно платить. Как бы номер завтра посмотрим. Нам-то, в принципе, сильно номер не нужен. Мы не собираемся в номере отдыхать. Но здесь вот якобы кондиционер есть. Можно охладить номер. Вот. Потом бойлер здесь. Но тоже сказали, в 12 часов ночи он отключится. Там у них какие-то ремонтные работы. Сейчас вот он нагревается. У нас осталось совсем немного времени, чтобы искупаться. Ну, тут, как обычно, услуги. Туалет, раковина. Конечно, ржавчина тут какая-то. Ну, так себе, но душ. Ну, не 5 звезд. Ну, что нашли ночью? Главное, заселились ночью в темноте. Ну, переночевать пойдет. Ну, все, будем устраиваться и ложиться спать. Устали мы.